Друзья, вы не поверите, но мы с вами в зоне. Я только-только забросилась. Посмотрите. Мы в зоне. Сейчас будет очень экстремально. Надо срочно отсюда валить. И тут я вся такая счастливая, на эйфории, и даже не представляю, что меня ждет дальше. Жесть, конечно. Ё-моё, сколько клещей. Сейчас нужно срочно раздеваться и осматривать себе все тело. Дозиметр орёт, меня засыпает. Ребят, я нашла кладбище. Так что обязательно досмотрите это видео до конца, будет интересно. Ну и вот здесь, вы знаете, это место такое. Лэп наши любимые. Тут тоже могут быть патрули, поэтому максимально осторожно. Сейчас буду заглубляться в лес. Вот они, наши родимые лэпки. Все, идем. Блин, я только забросилась, и меня атаковали клещи. Вы только посмотрите, раз, два, три. Ого, ё-моё, сколько клещей. Да мне сейчас нужно срочно раздеваться и проверять себя на клещей, чтобы я никуда не Ого, и здесь, и здесь. Ё-моё, только посмотрите, все штаны в клещах, кошмар. Все, сейчас срочно на привале буду осматривать себя, потому что это жесть какая-то. И смотрите, в ботинках, господи, боже мой. Все, надо валить быстрее на привал куда-то, осматривать себя. Блин, с этими клещами жесть, конечно. Надо быть очень аккуратными. Сейчас самый-самый сезон. Я вам сейчас покажу, вы будете в шоке просто. Смотрите. Вот я только-только себя очистила, и целое семейство, 5 штук. Идите отсюда, твари. Я обычно их обезглавливаю, но тут... Блин, все, кошмар какой. Просто я иду, и они цепляются и на ботинки, и на штаны. Просто нон-стопом я их стряхиваю. Этих чернобыльских клещей. Кто-то поход меня ожидает. Я, конечно, ожидала, что весной будут такие проблемы с клещами. Но тут просто шагу нельзя ступить. Надо сейчас срочно будет осматривать себе все тело. Короче, какая-то жесть началась. Мне пришлось срочно с этого поля от ЛЭП сваливать на тропинку, на какую-то, я уже не знаю, что карты не прогружаются, а дозиметр уже орет, начался град. Да какой-то кошмар просто, а не поход. С самого начала такая жесть. Еще такого не было, чтобы зона так встречала. Короче, сейчас хочу найти укрытие какое-то от дождя, от этого града и быстрее осмотреть себя, потому что такой атаки клещей я еще никогда не видела, еще ни разу не было. Я думала, они меня сожрут. У меня сейчас такое ощущение, как будто они по мне ползают везде. Ай, здесь уже недалеко какая-то заброшенная деревня, вот уже какие-то начались здания. Сейчас попробую найти что-то более-менее подходящее, чтобы укрыться там и быстрее раздеться. Ну, у нас тут превышение только что было где-то 100 микрорентген. Я наступила. И сейчас уже поменьше. 39-40. Жесть. Ладно, надо сваливать отсюда. Погода еще хуже. Дозиметр орет. Меня засыпает.
Нашла какую-то халабуду разрушенную, но я здесь не вижу крыши. Ладно, хоть где-то укрыться надо. Тоже вообще ни разу не смешно. Там остатки крыши есть, полезли туда. Быстрее. Вот кошмар. Главное, чтобы эта крыша не рухнула на меня. Пока я здесь буду пережидать. Все, временное укрытие найдено. Зона сурова в этот раз встречает меня. В общем, град продолжается, и я не знаю, сколько мне здесь еще придется проторчать. Поэтому я решила сменить локацию и пройти чуть дальше. Здесь неподалеку должна быть деревня. У меня чуть-чуть прогрузились карты. Сейчас посмотрим, может быть, удастся найти что-то более приличное. Пока вот так. Здесь такой плохой сохран, вообще ничего не сохранилось. Как будто бы это, может быть, школа была какая-то сельская. Большое здание такое. Может быть, сельсовет или школа. Не знаю. На крыше нет. Подвала тоже нет, поэтому делать здесь нечего. Идем дальше. Ура, я нашла домик. Быстрее бежим к нему. Домик с целой крышей, ура. Укрытие найдено. Единственное, что здесь так стрёмно. С одной стороны провал. Ну ладно. Здесь, надеюсь, будет нормально. Вот такой здесь провал. Смотрите, сталкера здесь пользуются этим домиком. Бутылки лежат. О, вот уютная комната. Здесь как раз можно расположиться и отдохнуть. Окно, правда, выбито, но хоть крыша в порядке. А здесь, смотрите, какая лепнина наверху. А здесь вот так. Вот. Пола нет. Какой классный домик. Ну, кстати, фон здесь тоже нормальный, наконец-то. 15 микрорентген. Можно еще померить подоконник. Все, окей. Можно располагаться. Первое, что я хочу сделать, это срочно осмотреть себя на клещей, чтобы убедиться, что никто по мне не ползает. Потому что то, что там творилось на поле, я такого никогда не видела. Мне кажется, что они кишат по мне. Сейчас быстренько осмотримся, и можно будет перекусить, отдохнуть. Потом осмотримся в этом селе. Смотрите, вот о чем я вам говорю. Прицепился с внутренней стороны кофты. Вот еще один. Сейчас будем все снимать, перетряхивать.
чешется все. Теперь кажется, что они по волосам ползут. Ну так, здесь на улице 39, 40, 50 микрорентген. Достаточно грязное село. Там вдалеке какие-то дома еще. Но я не пойму, целые они или нет. Стоит туда идти опять через поле или нет. Ладно, давайте чуть-чуть еще пройдем дальше. Ребят, я нашла кладбище этого села. Представляете? Сейчас пойдем посмотрим. Вон оно там впереди. И оно выглядит довольно ухоженным, потому что на кладбище и по всем праздникам в зону пускают людей. И, видимо, сюда кто-то даже недавно приходил. Смотрите. Видно тропинку. И вот такое старое кладбище. Сейчас посмотрим, какие тут захоронения есть. Ну вот это прям свежие. Это прям свежие. Это прям свежие совсем. Как относительно свежие. 2009 год. И здесь только они ухоженные. Здесь даже травка собрана грабельками. Видимо, к этим людям приезжают. А остальные... А вот еще тоже с рушничками. Здесь тоже приезжали недавно, в этом году уже. Да. А вот это вообще очень-очень старое. И вот здесь деревянные кресты. И вот там кто-то спалил крест. Смотрите. Деревянный крест сожженный. Да, здесь, конечно, в такую погоду еще мрачно. Так жутко здесь находиться на этом кладбище. Блин, жесть, друзья. Здесь просто такое жуткое кладбище. Какое-то оно в этот раз неуютное. И вот там в глубине куча крестов. Так, я сейчас здесь гуляю. И даже мне становится не по себе. Если там все новенькое, то здесь прям очень-очень старые захоронения. Вот здесь за мной, там в глубине, чем дальше лес, тем больше старых крестов. Возможно, я сейчас иду прям по могилам. Вот здесь просто лес крестов. Вот здесь старые оградки. О, посмотрите, это что? Какое-то надгробие, на которое упало дерево. Жесть, очень старая, посмотрите. 1880 какой-то там год, 1930, видите? Очень старое надгробие. Вот оно, как выглядит. Вот. Вот такой здесь фон на грани. До 30 у нас норма. Здесь 28-29. Такой камень надгробный. Как думаете, кто здесь похоронен был? Вот 1883 и 1930 годы жизни. Я на всякий случай извинилась за то, что я потревожила. Извините, пожалуйста. Все, лежите, покойтесь с миром. Но зато здесь плюс этого кладбища, что здесь нет клещей. Хоть на этом спасибо. Но захоронений куча, смотрите за мной. Ну, очень большое оказалось это кладбище. А вот здесь, наверное, остались только цветочки. Даже надгробия уже не осталось. Полно вот таких крестов.
Здесь есть такой мраморный Степанчук Наталья Николаевна. 63-й, это 79-й год. Вот дальше надпись нечитаема. А вот это 83-й. Видимо, это село отселили уже чуть позже, после аварии. Ну, здесь целый ряд таких более свежих, наверное, и ухоженных. Там дальше еще, насколько хватает глаз, настолько кладбище продолжается. Ладно, идем дальше. Кладбище практически закончилось. Там в конце какое-то здание, но похоже, что тоже без крыши. Тут последние могилки, а может быть и не последние. Зато здесь кругом цветет барвинок. Красивые голубые цветочки. И лес из могил. Там просто уже все природа забирает. Какой-то конгломерат неотделимый, неразделимый. Деревья падают. Никто здесь ничего не зачищает. Я вышла на дорожку, которая, скорее всего, к этому кладбищу вела когда-то. Но оно, хочу вам сказать, и по ту сторону тоже продолжается, насколько я понимаю. Или нет. Здесь какой-то венок еще. Или это просто соорудили. Непонятно. Вот там, смотрите, ограды поваленные, деревья. Хотела туда подойти. Смотрите, какое там захоронение. В общем, ладно, пока я здесь на кладбище гуляла, уже пора искать себе укрытие, потому что я подмерзла, погода испортилась, у меня ноги промокли, и хотелось бы чуть-чуть отдохнуть и попробовать найти себе какое-то укрытие получше, чем тот домик. Сейчас попробуем. Все-таки зона прекрасна в любую погоду. Особенно вот такие места. Идешь и наслаждаешься одиночеством. Птички поют весной. Единственный минус — это клещи, конечно. А так полная идиллия. Единственное, что не хватает, так это Людмилы. Очень она любит такие места. Ей бы здесь понравилось. Я вижу, знаете что? По-моему, это обелиск. Сейчас я вам покажу. Там впереди, что это такое? Обелиск или это просто остов? Нет, это просто остов какой-то. Идем по нашей любимой зонке и наслаждаемся свободой. Так, ну это, очевидно, какой-то был совхоз, потому что такие здания типичные. Ну, там без крыши, там вообще остовы остались одни, а вот это меня привлекло. Сейчас посмотрим, может быть, здесь и заночуем. А только гляньте, как уютненько. Гараж, целый домик. И все в моем распоряжении. И здесь следы диких животных. Наверное, косули сюда заходят. Такой пророс. Что это такое? На крыжовник похоже.
Почему такие низкие ворота, вход? Ну, я так понимаю, что здесь я ночевать не буду. Здесь все, голый ветер кругом. Я думала, может быть, какая-то комната осталась хотя бы. Знаете, как зоотехники живут обычно при таких совхозах. Но здесь уже ничего не осталось. Хотя здесь хорошая крыша и так неплохо отдаленное место. Сюда вряд ли кто-то пойдет, но придется мне, наверное, еще прогуляться. Вот она, природа, быстренько осваивает все обратно. Раз, и дерево возникло. И тут. И вот тут какое толстенное. Здесь фон хороший, приемлемый. Можно было бы здесь остановиться спокойно на ночь, на ночлег, безопасно. Ну вот давайте еще туда прогуляемся вперед. Глянем, что там вот этот за дом. И пойдем обратно, наверное, в село. А я тем временем иду и снимаю с себя клещей. Буквально каждую минуту. Ну хотя бы их не так много. По одному, по два. А не целыми стаями. Вот они любят такую сухую траву. Ну вот такой совершенно опустевший, не сохранившийся совхоз. Ни одного здания целого нету. Так что идем мы, наверное, с вами ночевать в другое место. Этот домик в середине тоже, он без крыши. И все. Ничего нету. Знаете, что бы мне хотелось сейчас? Выпить горячего чаю. На улице 4 градуса, хотя когда я выезжала, было 8. И сегодня обещали тепленько, 9 градусов. Но у зоны свои планы. Очень хочется найти какое-то укрытие и попить чайку горячего с мивиной. Пока я тут иду, бреду в поисках жилища. Минутка хотелось, вам сказать, минутку информации. Если вы хотите видеть наши видео полными, без всякого обрезания, без цензуры, мы их выкладываем для наших спонсоров на YouTube и на Boosty. Так что, у кого есть желание, подписывайтесь. Там будет чуть больше про нас, про нашу жизнь. И будут полные видео с наших походов без обрезки. А в YouTube мы уже будем выкладывать такие максимально концентрированные, обработанные видео. Дождь все не прекращается. Да, веселый поход у меня в этот раз получился. Долгий перерыв, и тебе сразу вот такое на, получай. Хотела в зону, держи, радуйся. Всем прелестям. И клещи радиоактивные, клещи-мутанты, и град с дождем, и кладбище стрёмное, заброшенное. Все на, сразу получай. А меня укусил голову клещ. Приобрету какую-нибудь клещефобию. Сейчас давайте тогда померяем бету. Думала, что вот здесь будет поуютней под лестницей, но нет. Чувствую, ночь меня сегодня ожидает та еще. Это был кошмар.